Это видео штурмовой операции в марте 23 года. Бои ведутся в лесополосах. Мы тогда предпринимали попытку огневого налета. Позже эту посадку мы доштурмовали уже до конца, ну и вообще там далеко вышли. Вот. Это просто один из фрагментов этой кампании наступления южнее Бахмута. Разговор ведется о том, что когда идет штурм нескольких групп одной за другой, стрелять можно, только если перед тобой своих нет. Потому что если впереди меня находится эшелон моих товарищей, я могу попасть в них. В этих зарослях не видно. Поэтому я уточнял у товарища и объяснял им. Здесь я упал в нору от взрыва, от мины. В ней очень комфортно сидеть, потому что это ниже уровня земли и, скорее всего, не зацепят. А випалено все? Дерева, все це все? Да. Вот, ведется бой передовой группой. Мы подпираем, ждем команды. Я, условно говоря, так вышло после ранения моего товарища, что я начал командовать ими вокруг меня, кто находился. И ждем дальнейших указаний. После этого начался откат передовых групп. Я пропустил первых, и вот за мной пошли товарищи. Слева еще некоторые наши. Стреляю для того, чтобы противник, пока наши люди поднялись и отходят, не мог поднять голову и начать по нам стрелять. Когда над тобой свистят пули, даже если ты не понимаешь, по тебе стреляют или нет, на всякий случай вылазить не будешь. Поэтому методика «держу, иду». То есть кто-то стреляет, кто-то идет. Останавливаю огонь, чтобы он не подстрелил. Критикую своих товарищей, что они сбились в кучу, потому что так делать нельзя. Можно увидеть, как дымит ствол от интенсивности. Оцими всіми хлопцями, які тут на відео, ти керуєш? Чи хтось інший? Теми, кто возле меня, я руковожу, просто потому что я оценил обстановку, что здесь лучше я им буду говорить, что делать. Вообще в той операции я не шел командиром, я просто напросился. Там вообще не моя группа воевала, я говорю, я хочу пойти с ними. А мне говорят, ну ладно. У них был свой командир. Но я вижу, что он был занят другими вещами, он с передовой группы был, он там принимал какие-то решения. Я говорю, давайте, делайте, что я говорю, тут надо так просто. Перпендикулярно нам находится посадка противника. И на 12 по нашей посадке они с краю тоже сидят. Яка відстань? До первой группы, которая в нашей посадке была, наши товарищи дошли вплотную. От меня до них расстояние было на этом видео ближайшее, наверное, метров 100, может 70. От нашей передовой группы они пришли к ним в нору, 2 убили. А до перекрестной посадки, перпендикулярной, с которой по нам тот АГС бил, и с которой пулемет тоже простреливал ее вслепую, наверное, метров 400 было. На разных дистанциях, где-то ближе, где-то дальше. Вот. Она им нужна была просто для того, чтобы подавлять нас, даже не прицельно, но на подавление работать. Обережненько. Це не яка вірогідність, що там нічого немає замінованого? Так дивись, як він біжить дуже швидко. Правильный вопрос. Я сделал такой вывод. Мы прошли вперед, теперь отходим назад. Вероятнее всего, если бы что-то было, оно бы взорвалось. Это не 100% гарантии, что не взорвется. Можно пройти реально мимо, потом взорвать. Но идет штурм. И обращать внимание на это можно, но это тоже надо брать в учет, что тебя это замедляет, по тебе могут пристреляться. Ты можешь не успеть нагнать группу. И я бы смотрел внимательно под ноги, только если бы предварительно знал, что вероятность мин здесь выше средней, условно. Здесь, насколько мы знали, они не лазили, мы там просматривали с дронов. Не должно было быть. Тут така історія, що навіть сховатись нема де, да? Я бачу. Да. Приходится ложиться в дыры от взрывов, падать за какие-то пеньки, просто в траву, хотя бы маскироваться. Все. Що означає все? Все, я ему сказал, что он достиг той линии, на которой ему надо остановиться и закрепиться. Откаты происходят частями групп. Всем вместе отходить нельзя. Нужно, чтобы кто-то оставался все равно и держал сектор, чтобы противник не вылез и стрелял. Соответственно, мы делаем это примерно пополам. Половина передовой группы идет, половина стреляет, и потом меняемся. Вот теперь мы работаем в двойке с моим товарищем. Он отходит, я стреляю, потом меняемся. Я говорю ему, что я выстрелил магазин, он садится, начинает стрелять. Ох, вже поле, там бачиш, немає нічого, вже там немає. Да, здесь выжженная земля, они тут плотно обстрел вели. Это уже причем старые посадки. Они, бои в них здесь шли уже много месяцев,
низкой интенсивности или средней. И сейчас еще и штурм на них припал, и поэтому тут все выкашено. Кстати, тут выстрелил с подствольного гранатомета. Сейчас второй раз собираюсь. Я примерно прикинул, откуда по нам ведется огонь, с пулемета, и еще узнавал у товарищей, откуда они слышали. И решил туда пострелять. Они могут подумать, что это или АГС работает, или даже с подствольника. И опять же подумать, что их видят, и что им надо посидеть, спрятаться. Даже если это не прицельно. Поэтому эффективность в этом есть. Здесь наш раненый товарищ, который на первом видео был, возле которого прилетел ВОГ, ему отрезают подвесную систему, чтобы осмотреть ранение, и хотят его эвакуировать. И можно увидеть, в каком просто болоте все находятся. Его даже вытянуть отсюда невозможно нормально. А он не может нормально ходить, у него болит нога сильно от этого. Це перед цим був дощ, так? Воно таке Да. Там постоянно дождь, туман, влажность, и оно просто не высыхало. Там не обильное кровотечение, так что нормально. У Михи и у Крана... Вони ж не можуть його витягують. Да, но вот такими темпами происходила вся эвакуация просто. Иногда полегче было там где-то вот по суше, иногда еще сложнее. Иногда его тянули под руки, иногда его просто перли вот так волоком по луже.